Доброго всем дня. Почитала я ваши комментарии касательно прошлого ролика последнего про питание. И честно, ребята, я вообще просто обалдею. У меня такое ощущение, что я вот просто так распиналась с июля месяца. В каждом ролике, в каждом рассказывала, что говорила, как горох об стену. Я не знаю, то, что усы ваших тараканов повылазили просто и начали вещать со всех щелей, простите, но это так. Это было очень заметно, очень заметно. И вот эта двойная стандартизация, которая прослеживалась в каждом втором комментарии, это просто нечто. То есть вы мне практически под каждым моим видео, под каждым моим роликом говорите: Надежда, как же так? Почему же темные нас жрут? Кто же это допустил? Как же так произошло? Почему? Кто имеет право? Ведь мы такие, мы живые. Нас нельзя кушать. И тут же вы говорите: нас нельзя, а других можно. То есть нас нельзя кушать, но нам кушать других можно. То есть это нормально. Что за двойная стандартизация такая замечательная? И, да, класс, у животных не такая душа, как у нас. А какая она? То есть вы опять же двойные стандарты. Да, знаете, а темные считают, что у вас не такая душа, как у них. И поэтому, вы для них в роли свинки. Они тоже считают, что их душа круче, класснее и веселее, и они гораздо более развитые, чем вы. И как вы относитесь к другим, так и к вам относятся, соответственно. Во Вселенной есть, я говорила, принцип равенства. То есть то, что вы считаете для себя приемлемым, вы автоматически подписываете, что то же самое могут сделать с вами. Это касается и темных. Темные, когда они делают вот это с вами, они автоматически подписываются на то, что то же самое могут сделать с ними. Но они это осознают, а вы нет. И вот эти двойные стандарты, вот просто вы говорите: Надежда, мы хотим принцип равенства. Я вам говорю о том, что во Вселенной у светлых, есть принцип равенства. И вы говорите: да, мы хотим, чтобы у нас был принцип равенства. Мы хотим принцип равенства. Дайте нам его. Да, это общество, которое мы хотим. Мы хотим, чтобы к нам относились как к равным. Мы хотим, чтобы люди между собой относились друг к другу как к равным. Но при этом вы не хотите относиться как к равным к другим душам. То есть вы сами не хотите соблюдать этот принцип равенства, но по отношению к вам его соблюдать обязаны все. Я не знаю, как вы, когда вы это все писали, когда вы это все делали, как вы расценивали то, что вы пишете и говорите, но я вижу это так. То есть это двойные стандарты и темный, идеология темных, она прослеживается в этом мышлении. То есть принцип равенства работает только в одностороннем порядке по отношению к вам. То есть вас все должны уважать, вам все должны все делать, вас все должны жалеть, вас должны все бежать спасать, то есть там что-то делать, но вы при этом ничего подобного делать не должны по отношению к другим. Даже элементарно уважать право другого живого существа на жизнь. А это очень важно. И то, о чем я вам говорю, вы вообще даже такое ощущение вы не попытались даже услышать. Я вам не говорила ни слова о том, что завтра вы должны все дружно, все 30 тысяч подписчиков бросить мясо есть. Я такого вообще не говорила. Я говорила вам о том, что есть или не есть какой-либо продукт, включая мясо животных, является выбором. Выбором, который вы выбрали. Это момент вашего личного осознания. Если вы хотите есть мясо животных, котлетку и прочее, ешьте. Ешьте на здоровье. Вам никто не запрещает. Пожалуйста, кушайте. Я сказала вам об этом. Никто вам не говорит, что вы такие преступники или еще что-то. Но
Вы тут же кинулись в какую-то агрессию. Я не понимаю, с чем она связана. Ну, хотя я понимаю, с чем она связана, но понимаете ли, с чем она связана вы? Вот в чем вопрос. Потому что вот эта агрессия, просто неприкрытая агрессия, это, я была просто в шоке, если честно. Я вас не заставляю менять свой рацион питания. Ешьте, питайтесь так, как вам нравится. Я вообще вам говорила абсолютно не об этом. Абсолютно не об этом. Я вообще не это пыталась до вас донести. Я сказала четко, когда придет момент осознания, ешьте то, что вы едите. Не надо подвергаться моде, не надо каким-то веяниям вот этим следовать и насиловать себя. Нравится есть стейк с кровью, пожалуйста, ешьте. Ешьте. Я сама не так давно сидела и с удовольствием лопала мидийный стейк. Всего лишь несколько лет назад. И я считала, что это нормально. И я считала, что я никогда мясо есть не брошу. Так же, как и я знаю других людей, которые, когда я бросила есть мясо, в моем окружении, сказали: ой, да ты что, не, мы мясо есть не бросим, ты что? Какая ерунда, да я вообще от мяса никогда не откажусь, сказала мне одна знакомая девочка. И что? Прошло буквально несколько месяцев, она начала отключать подключки, потом пришла ко мне и сама сказала: слушай, я мясо есть бросила. И я была в шоке уже. Потому что этот человек совсем недавно мне сказал, что я никогда мясо есть не брошу. Это момент осознания должен прийти, а не то, что вы сидите и, как я сказала, едите чебуреки за гаражами. Потому что сейчас очень многие начинают настаивать на том: бросайте, бросайте, бросайте. Я вам объяснила, как этот процесс происходит на тонком. Потому что я обязана была это рассказать, как я считаю. И дело не в том, что кто вообще, где там увидел агрессию в моих словах, в каком виде она была выражена. Я всегда так разговариваю, представляете, из ролика в ролик одинаково. Но как-то до этого вот единственную агрессию, которую я увидела, это в комментариях. Шквал просто целый, который повалился на меня. И вы мне говорите: Надежда, расскажите нам об правилах Вселенной, о законах Вселенной, да, расскажите правила игры вот этой, в которую нас вовлекли здесь, и мы тут как слепые котята. И я вам начинаю рассказывать про правила игры, про то, во что вас увлекли и во что вы играете тут. Про то, как эта вся Вселенная устроена, а вы мне в ответ начинаете строчить байки о том, просто как вы своими зубами и когтями собираетесь на полном ходу грызаться в, извините меня, шею косули. Серьезно? Давайте уже как-то, либо вы хотите как бы информацию хоть пытаться немного переварить и как-то вот понять то, что до вас пытаются донести, или вы хотите дальше сидеть в старой матрице, в своих дальше вот в этих стереотипных убеждениях. И вы причем сами даже не осознаете, насколько вот это рептильное воспитание реально в вас сидит глубоко. И это все повылазило. То, насколько в вас заложены их стандарты мышления. И вы начинаете мне говорить: ты неправильная, ты не права, ты вообще какая-то там кривая, косая, все. Я разочарован. Это я, разочарована, серьезно, читая вот это все. Элементарные вещи. Дело не в поедании мяса. Еще раз говорю, котлету хотите, ешьте. Я вам слова никогда не скажу. Это ваш выбор. Я вам никогда не скажу: сидите и насильно бросайте мясо. Никогда такого не скажу. Но вы должны осознавать многие вещи, хотя бы попытаться осознать об устройстве Вселенной и об устройстве вообще всего. Как это, что это, почему это, причинно-следственные связи. Дело не в котлете. Вы что такие-то? Вы вообще вот хотя бы попытайтесь вообще услышать то, что пытаются вам сказать.
Там и души какие-то у этих животных не такие, как у нас, и там еще что-то. Ну давайте тогда, если вот из этой логики следовать, что у животных не такие души, как у вас, да, другие души. Давайте, вот есть души шестой плотности, которые здесь воплотились в человеческом теле, да. Душа шестой плотности, шестой, восьмой плотности, а есть душа третьей плотности, которая, кстати, недалеко ушла от этих животных, потому что они фактически с животными находятся на одной стадии развития третьей плотности. И эти люди с третьей плотности живут вон там за стенкой. И как вы думаете, душа с шестой или восьмой плотности имеет право съесть человека, который живет с ней вот за стенкой? Ну, потому что у него душа же не такая, она на сколько ступеней развития отстает от него. Ну, много. Вопрос на засыпку вам. А потому что, вот, ну, по логике, по вашей же логике. Тут ключевое слово не в том, что разный уровень развития, другая. Не слово другая, а душа. Одно то, что у этого животного есть душа. Оно может чувствовать, двигаться, жить, и оно точно так же испытывает эмоции. Точно так же. Ничем не уступая любому человеку. Тела разные, души одни и те же, фактически. Ну не одни и те же, ладно, вы в кошечку не превратитесь в следующей жизни. Хотя буддисты, допустим, утверждают обратное. Опять же. Но это, опять же, эволюционная деградация, как они это говорят. Но нет, в кузнечика вы не превратитесь, и в кошку тоже. Но вот кошка вполне может стать в следующей жизни человеком при достижении определенного уровня развития. И, кстати, в отличие от нас, животные, которых вы вот так вот говорите, ой, они такие там, никакие не такие суперразвитые, как мы, в отличие от супер-мега-развитых вас, они до сих пор общаются при помощи энергии, чистой энергии, и находятся в общем энергоинформационном поле, от которого вы отключены. И не потому, что вы не должны быть в нем, а потому что вас просто взяли и отрезали от него искусственным образом. То есть кошка, как и я, может с тонкого плана считывать энергию и расшифровывать. И она более понимает, что вокруг нее происходит, чем любой человек, который ходит. Кошка, собачка или свинка. Насколько только она осознает вот этот момент того, что с ней происходит, это другой вопрос. Более того вам скажу, помимо того, что кошечка, собачка и свинка могут считывать энергию, и они общаются при помощи энергии между собой, чистой энергии, им не нужно вот вещать ротиком. Вещать ротиком – это деградация. Вся Вселенная, все души и духи высокого порядка в том числе общаются при помощи чистой энергии. Особенно это касается душ высоких плотностей. И только мы тут ротиком вот это вот вещаем. Так вот, помимо того, что кошечки, собачки и свинки умеют общаться на языке чистой энергии между собой, они еще и видят сущности, представляете? Они видят тонкоматериальный мир. То есть в отличие от любого среднестатистического человека, который живет в обычной 2D-мерности, 3D-мерности, да, скажем так, то есть он видит только физическое пространство. Кошечки видят еще и эфирное пространство, еще и помимо этого астральное пространство. Животные видят. Они видят энергии, которые вокруг. И представляете, ваше домашнее милое животное, оно видит всех лярв, которые на вас нацеплены. Оно видит. Вы не видите. Вот такой вот парадокс. Но, возвращаясь к нашим баранам. Разные этапы эволюционного развития не дают никакого права считать котенка, ребенка там или еще кого-то ниже. Вот нет понятия выше-ниже. Это понятие темных. Я про это 3500 раз говорила. И опять же я не понимаю,
В чем проблема, когда всем прекрасно известно о том, что в крови содержится энергия души, я об этом говорила не один раз, во многих роликах своих. Много-много раз говорила о том, что в крови содержится энергия души. Но вдруг для вас это стало новостью. Представляете? Вдруг бах, и это стало новостью. Когда до этого я говорила, что душа, когда она в утробе начинает формировать свое тело, она тело формирует из собственного потенциала. То есть что она использует для того, чтобы формировать тело физическое? Она использует свой потенциал. А потенциал души – это ее энергия. Не энергия окружающего ее пространства, а именно энергия души. Прямая энергия. Из этой энергии по факту строится физическое тело, как и все остальные энергетические тела. И любое тело, вот когда мы говорим о том, что взять там любую сущность, любую вот эту вот ерунду там, выкидываем ее в топку, что с ней происходит в топке? Она сгорает до потенциала, до первой энергии, из которой она была создана, из потенциала. То есть она распадается на материю и дух. Энергию материи, энергию духа, первичные самые элементы, все. Кстати, это к вопросу о том, что более правильно, кремация или захоронение. И вы вот элементарно, то есть мы это уже обсуждали, мы об этом говорили. Я об этом про болезни, когда я рассказывала, я объясняла, что тело ваше и физическое, и энергетическое, оно впитывает энергию, оно переносчик энергии, прямой переносчик энергии. Все завязано на энергии в первую очередь. И тут для вас это стало великим открытием. В чем это стало для вас открытием, я не понимаю. Я просто так долбилась лбом просто об стену, получается, с июля месяца. В той же черной магии эта энергия используется вообще повсеместно, энергия смерти. Как вы думаете, делают порчи, вот это вот болезни на человека насылают и прочее? Его накачивают в прямом смысле этой энергией, энергией смерти. Завязывают. Почему вот эти вот все порчи, там вот эту штуку на всякие болезни, на смерть, там еще что-то делают на кладбище? Просто так, атрибутика, что ли? Знаете, сколько там этой лимонации, сколько там вот этой энергии? Да ее, блин, опытный там человек, который некромант, он может ее вообще везде черпать. Везде. Кости везде валяются. Это опять же к вопросу о том, что лучше. Кремация или захоронение. И вот этот момент, но почему-то для вас это опять открытие. Это все на виду, это все на поверхности. Или опять же я неправильно, надо было не начинать вот это вот, потому что если нет понимания, да, эволюции души, наверное, не стоило вообще этот ролик записывать тогда. И нам надо начать, опять же, с самого начала, то есть с эволюции, допустим. Брать тему эволюции души и от нее уже скакать. А также брать тему первооснов каких-то, понимания энергии и того, как она вообще действует на вас. Хотя уж, вы-то такие продвинутые, там смотрите всяких умников на ютубе, всяческих там, читаете какие-то умные книжки эзотерические, все. Неужели там вот этого вот элементарных таких вещей не написано? Хотя бы про энергию. Я не знаю. Или они там только вот, что они там делают? Чему они вас там учат? Я не понимаю. Что они вам там рассказывают тогда? У меня просто слов нет, серьезно. Я вот после этого ролика последнего сижу в шоке, в откровенном шоке. Значит, получается, вот следующие ролики будем думать на тему того, что эволюция души, плотности разбирать будем. Что еще будем разбирать? Энергии, энергообмен.
что это такое, как влияют энергии. Хотя я вот в ролике про болезни, я, по-моему, там разжевала уже за вас, вот в рот положила и уже даже почти проглотила. Я пока что подумаю, с чего начать, с какой информации, так, чтобы мы с вами начинали разбирать вообще азы какие-то, вот, по развитию души и вообще устройству всего. Хотя я вроде как, вот мы разбирали такие насущные темы, и я параллельно разбирала и какие-то вот такие глобальные темы о устройстве всего. Но почему-то оно, видимо, как-то не усваивается, наверное, да, у вас. Поэтому будем разбирать все по отдельности. Вот. Как эту информацию вы там будете, я не знаю, потому что, вот, я говорю, после этого ролика я вообще просто сижу в таком откровенном небольшом шоке и думаю, а как вы дальше вообще будете воспринимать то, что жизнь вообще не такая, как вам кажется. И те установки, в которые в вас вложены, вы понимаете, что вам надо меняться. Потому что, когда мы говорим о том, что мир изменится, и если мы хотим, чтобы мир изменился, и чтобы общество изменилось, и чтобы вот та система, которая здесь заложена вообще, она изменилась хоть как-то, то есть вы хотите новый мир, тогда вам придется меняться, надо начинать с себя в первую очередь. Потому что если не изменитесь вы, то и мир не изменится никак. Это просто обычная причинно-следственная связь. Но я не понимаю, как вы так хотите, чтобы вы не менялись, но мир при этом изменился. Очень интересно. Это тоже какая-то двойная стандартизация, которую мне вообще не понять, даже логики ее не понять, если честно. Ну, значит, ничего не изменится, Значит, просто из одной, извините меня, пятой точки мы придем к другой пятой точке. Вот и все. Вот такое будет мировое изменение. Чтобы поменялось общество, чтобы поменялся мир, чтобы все изменилось, нужно в первую очередь, чтобы мозги у людей изменились. Мышление стало другим. Потому что если не изменится само общество, как мир изменится? Самым волшебным образом. Все хотят на всем готовом, но так тоже не бывает. Для того, чтобы, извините, что-то в вашей жизни изменилось, надо самим пошевелиться в этом направлении, хотя бы лечь в этом направлении. Потому что так, мы ни к чему не придем, человечество ни к чему не придет. Такой вот ролик сегодня получился веселый у меня. Наболевший, наверное, или что. Потому что, я, если честно, я говорю, я просто в шоке. Для меня все ваши вот эти комментарии, которые вы писали, они вообще с другой абсолютно колокольни видятся. Мне не надо писать там, скольки камерные там желудки, еще что-то. Я это все вообще по-другому абсолютно вижу. Логику этого мышления. Ладно, ребята. Я не знаю, какой дальше будет ролик. Я подумаю. Либо это будет совмещенная плотность плюс эволюция души. И вместе, наверное, будем... Да, эволюция души и плюс плотности будем разбирать тогда. Вот. Я хотела немного другое. Все там мне хочется снять ролик и про Антарктиду, и хочется снять ролик про эгрегоры, что такое и чем они отличаются от энергоинформационных полей. И все это мы приходим к тому, что, оказывается, мы даже самых азов, вообще ничего не знаем, да. Вот. Поэтому, наверное, будем плотности разбирать. Заодно, там, не знаю, тему перехода, чтобы тоже было понятно. Вот. Либо тема перехода будет отдельным роликом. Как-то так. В связи с вот этими долгими выходными я не знаю, когда в следующий раз выйдет ролик, потому что, мне будет очень сильно некогда. Если мне получится выделить какое-то время на то, чтобы записать ролик, будет классно. Если не будет, то, не знаю, только после праздников, наверное, получится. Этих долгоиграющих, веселых. Так что, ребята, до скорых встреч. Вот, я не прощаюсь. Все, всем пока-пока.